Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вам предложить связать вот такой обворожительный нежный топ с ажурной вставкой в нижней части модельки, видите, да, от японских мастериц. То есть это из японского журнала моделька. Очень красивый и несложный узор, вяжется легко, справятся девочки, не имеющие особого такого еще опыта. Эффектный такой довольно-таки топик. Приятно будет для лета. Чувствовать себя будете очень комфортно в таком топе. Итак, как всегда в нашем мастер-классе мы будем сегодня с вами составлять описание на несколько размеров. Будем вязать образец этого узора. Мы будем рассматривать размеры 42-44, 46-48. И у меня получилось по раппорту 52-54. Вот 50 никак не вписался, девочки. Может быть, там что-то покрутить или вставить лицевые петельки. В общем, чисто вот, чтобы вставить полный раппорт, не получается. Вот, очень-очень мне понравилась данная моделечка. И, в общем-то, я сделала подробнейший мастер-класс с инструкцией по вязанию, составила на ваших глазах, открываю все секреты по вязанию такого топика. В общем-то, все нюансы рассматриваем, все попетельно разбираем. Описание выкладываю под видео для вашего удобства. А сейчас давайте посмотрим пряжу, которую я выбрала. И, в общем, далее выбор пряжи, вяжем образец, определяем плотность и мои объяснения, как вязать. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Для вязания этого красивого топа я выбрала пряжу Yarn Jeans. Цвет 33, такой бирюзовый, интересный цвет. 55% хлопок, 45% полиакрил. И в 60 метров у нас 160, и в 50 метров у нас 160 метров. Турецкая пряжа, очень хорошо скрученная, качественная. Вязать из нее на удовольствие. Используем спицы 3,5. И вот так выглядит наш с вами ажурный узор. Такие красивые ромбики и лицевая гладь будут сочетаться. Очень красиво и эффектно смотрится. Ну, давайте посмотрим схему. Вяжется несложно. Смотрим схему, девочки. Схема узора у нас выглядит вот таким образом. Я выделила раппорт узора красным. Видите, да, квадратик. Значит, у нас с вами 14 петель. Это ширина раппорта. И 16 рядов. Это высота раппорта. То, что внизу вот это показано, это планочка. У нас будет вязаться 2 ряда платочной вязки. Вот. И, в общем-то, условные обозначения здесь довольно понятные. Я, девочки, даже не знаю, стоит ли их называть. Ну, пустая клеточка – это лицевая, кружочек. И вот этот знак – это 2 вместе лицевой с наклоном влево с накидом. Да? Вот эти наклонные черточки – это тоже лицевые петли. Вот этот значок – это 3 вместе лицевой с выделением центральной петли я вязала. Можно, конечно, делать с наклоном, например, влево там, или вправо, по вашему желанию, как вам удобно. Это, поверьте, узор не испортит. Вот и все условные обозначения. Итак, давайте посмотрим выкройку теперь. Где у нас тут? Вот выкройка. Увеличиваю. Смотрите, делайте тоже скрин, так же, как и у схемы. Выкройка соответствует тому, что мы будем с вами, практически соответствует тому, что мы будем с вами сегодня в объяснениях говорить о чем. Единственное, вот здесь я увеличила, сделала 27 сантиметров, хотя тут вот на большой размер 27 стоит. У меня увеличилась общая длина изделия, в общем, я все подробно вам расскажу про длину. Потому что я хотела, чтобы у меня вот здесь в нижней части уместилось целое число раппортов. Как раз у нас умещается 4 целых раппорта внизу.
вот эта голубая часть, да, выделена. Спинка и перед, как видите, отличаются лишь глубиной выреза горловины. Вяжем мы снизу вверх, как вы поняли. Лицевая гладь у нас идет вот в этой вот белой части. Она выделена на выкройке, да. Ну и далее более детально, сколько что петель набрать, как вот этот скос у рукава сформировать. Все расскажу, сколько петель приходится на вырез горловины, как ее оформить. Будет у вас описание под видео, показываю, как оно выглядит. Вот это описание я всегда выкладываю, девочки, под видео, увеличиваю вам. Вот здесь все эти размерчики указаны, в принципе, да. Никаких для вас тут не будет новостей. Кто давно уже со мной работает, с моим каналом, знают, что вот это все, в принципе, понятно вязать. Многие мне уже писали в комментариях, что связали не одну вещь по моему объяснению, по моим описаниям. Это очень удобно, это очень комфортно вязать. Вот. Вы вносите свои коррективы, обязательно вносите коррективы, поскольку это как бы для примера, для того, чтобы у вас было понятие, как расчеты делать, да, то есть вот это все я, конечно, в принципе, оно соответствует размерам, но у всех у нас свои нюансы, например, рост другой, да, то есть предпочтение, кто-то хочет короткий топ, кто-то хочет практически тунику по длине, да, то есть здесь нужно вносить, конечно, здраво подходить к этому описанию, вносить свои коррективы в зависимости от вашей фигуры и ваших предпочтений, да, вот. И, в общем-то, что вам останется на круговых спицах обвязать вырез горловины после сборки изделия и пройму тоже 2 ряда платочной вязки, так же как по низу. Но это чисто, знаете, в косметических целях, я бы так сказала, чтобы скрыть какие-то там, ну, красиво облагородить изделия, согласитесь, такая обвязка будет чисто такая декоративная. Итак, мои хорошие, давайте с вами приступим к вязанию образца. Так, у нас с вами вяжется узор. Мы будем вязать с вами, девочки, 2 раппорта по 14 петель и 1 петля для симметрии идет крайне левая и 2 кромочные. Итак, приступаем к вязанию первого ряда. Первая кромочная и далее вяжем узор. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Этот знак я вяжу следующим образом. 1-2 петельки я меняю местами. У меня 2 петля поверх 1 ложится, и я вяжу все 3 вместе 1 лицевой петлей. Видите, да, 2 оказалась по центру. Далее вяжем 3 лицевые, накид, и далее вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. Вот эта лицевая, это уже начало следующего раппорта. То есть накидом все заканчивается, девочки. Раппорт заканчивается. И вяжем 2 раппорт, да? Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 1, 2, 3, снова 3 вместе 1 лицевой с выделением центральной петли, опять 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и 1 петля после всех раппортов вяжется лицевой петлей для симметрии. Она вяжется, она в раппорт не входит. Кромочная вяжется изнаночной. Почему для симметрии? Мы начинали с лицевой и заканчиваем лицевой. Понятно. Все четные ряды у нас являются изнаночными, и мы их будем вязать изнаночными петельками, в том числе и накиды. Вяжем 3-й ряд. 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые,
3 вместе, 1 лицевой с выделением центральной петли, то есть вторая поверх первой накидывается, опять 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. Связали раппорт узора. Вяжем второй раппорт. Начинаем 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. Второй раппорт связали. И для симметрии у нас добавляется 1 лицевая после всех раппортов, кромочная, изнаночная. 4-й ряд, все петли изнаночные вяжем. 5-й ряд вяжем. 3 лицевые петли. 1, 2, 3. Делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, снова накид, лицевая, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые. Связали первый раппорт. Второй раппорт вяжем. Снова 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, снова лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые. И для симметрии у нас остается 1 лицевая, кромочную вяжем изнаночную. 6-й ряд, все петли изнаночные вяжем. 7-й ряд вяжем. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, снова накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые. 1, 2, 3. Связали раппорт узора. Точно такой же раппорт повторяем. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 вместе, 1 лицевой петлей, вторая поверх первой накидывается, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые. 1, 2, 3. Второй раппорт связали. И для симметрии 1 лицевая, кромочно вяжем изнаночной. 8-й ряд вяжем, как смотрят петли. 9-й ряд. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, снова накид, по центру лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 лицевые, вернее, девочки, 3 лицевые. И вот смотрите, сейчас у нас будет с вами переход на другой раппорт. Здесь будут вязаться 3 лицевые с выделением центральной петли. 3 лицевые, 1 петлей мы вяжем, да, как мы уже это делали. 3 вместе лицевой связали. Это уже второй раппорт пошел. И вяжем далее. Снова 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, по центру лицевая, накид,
2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 лицевые. И для симметрии, поскольку мы сделали 2 накида, мы вяжем с вами 2 вместе лицевой. Вот эта петля, которая была у нас лицевая, одна, крайняя для симметрии, мы будем вязать сейчас 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Она нам пригодилась по узору. Мы ее не случайно добавляли. Вот эти вот 2 вместе лицевой вяжутся по 2 вместе лицевой только в крайних раппортах. А все центральные раппорты, то есть которые идут по центру полотна, они будут вязаться как 3 вместе одной лицевой петлей. Понятно, да? При переходе от одного раппорта к другому. Так, у нас с вами 10 ряд. Все петли изнаночные вяжем. У нас с вами 11 ряд узора. Вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, по центру вяжем 3 лицевые, 1, 2, 3, снова накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые, и вот у нас переход идет к другому раппорту, ко второму. Вяжем 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Опять идут 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, по центру 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые, и в крайнем раппорте вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, кромочная, изнаночная. В 12 ряду мы вяжем все петли изнаночными. Так, у нас с вами 13 ряд вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, по центру у нас идут 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая. И сейчас у нас второй раппорт. Вяжем 3 вместе одной лицевой петлей, выделяем центральную петлю. Далее опять второй раппорт уже у нас идет, да, вяжем лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 5 лицевых по центру. Так, здесь был пропущен накид. 1, 2, 3, 4, 5. Снова накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Это крайний раппорт, только так вяжется. И кромочная, изнаночная. 14 ряд вяжем, как смотрят петли. 15 ряд. Вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид и 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, по центру 7 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, связали, делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, снова накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Это уже второй раппорт у нас пошел, да? Опять делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 7 лицевых по центру. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид,
и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Это вяжется только в крайнем раппорте. Кромочный вяжем изнаночной. Так, мои хорошие, вот мы с вами связали 16 ряд, сейчас свяжется изнаночными, и все. У нас с вами связан раппорт узора целиком. Нам сейчас необходимо вам еще один раппортик связать. Я уже 2 связала. Вот, поэтому я буду делать влажную тепловую обработочку образца, чтобы определить плотность вязания. Так, девочки, делаем влажную тепловую обработочку. Вот таким образом. Давайте наш образец, тянем его энергично вправо-влево. Так. Края тоже отпариваем, поскольку они у нас будут сейчас принимать участие в нашем расчете плотности. Так, оставляем все это наше дело сохнуть в таком расправленном виде. Все. Так, девочки, измеряем ширину образца. Я прикладываю линеечку. У меня 16 сантиметров получается. И у нас 31 петля участвовала. 31 поделим на 16 сантиметров. Получим плотность 1,9. Запишем. В 1 сантиметре 1,9 петель умещается. Так, теперь по вертикали, девочки, то же самое. Вот так мы укладываем и измеряем. У меня 14,5 сантиметров получилось. 14,5. И участвует у меня 2 раппорта, связанных по 16 рядов. То есть 16 на 2. И еще 3 рядка я связала плюс 3. 35 делим на то, что мы намерили, 14,5. 35 рядов поделить на 14,5 сантиметров. Получается 2,4 ряда. Запишем. Вертикальная плотность в 1 сантиметре 2,4 ряда умещается. Эти очень важные цифры сейчас нам понадобятся в дальнейших расчетах. Девочки, я буду сейчас вам объяснять по выкройке, сколько петелек набрать. То есть у нас сейчас будет детальный с вами расчет, сколько петелек, последовательность операций наших, то есть вся технология вязания данного топа. Вот такая выкройка у нас, родная выкройка. Начну с того, что обозначу вам ширину и высоту изделия на разные размеры. Мы будем рассматривать сегодня, значит, размер 42-44, шириной спинки 46 сантиметров. 46-48 шириной спинки 53 сантиметра и размер 52-54 с шириной спинки 60 сантиметров. Длина, соответственно, на эти 3 размера 57,5, 58 сантиметров и 60 на самый большой размер. Теперь попетельно. Мы умножаем нашу ширину на плотность по горизонтали. Мы ее с вами получали, помните, в 1 сантиметре 1,9 петель. Итак, значит, 46, если умножить на 1,9 плотность, получается 87 петель. Так и есть. Второй размер, значит, 53 сантиметра на плотность 1,9, это будет 101 петля. И третий размер у нас получился с вами 115 петель, то есть я 60 на 1,9 умножила. Так, и теперь распределение узоров. Смотрите, 87 петель. Как распределяем узор? Для этого мы 87 делим на число петель в раппорте. У нас 14. Получается 6 целых раппортов мы с вами должны связать. Плюс 1 петля для симметрии. Мы ее вязали в ажурном узоре
она у нас самая крайне левая идет. То есть всегда после того, как вы свяжете нужное количество раппортов, 6 в данном случае, необходимо эту петлю обязательно запланировать. Вот. И, в общем, плюс 2 кромочные еще сюда входят. В сумме это получилось 87 петель. Да? Понятно. То есть схематично я обычно это вот так рисую. Смотрите. Представьте, что это ваш наборный ряд, и вы распределяете узору. 6 раппортов мы вяжем по 14 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот они у нас 14 петель. Справа и слева у нас идут кромочные. Одна кромочная справа, одна кромочная слева. И крайне левая еще одна лицевая. Она нам будет нужна по узору. Мы ее добавили для симметрии, чтобы узор у нас хорошо, красиво лежал. Так, это понятно, да, девочки? Вот так распределяются узоры. Этот топ можно легко связать в круговую. Убираем вот эти кромочные, да, и, в общем-то, вяжем в круговую. Вот это для симметрии лицевая тоже не нужна будет тогда. Так, с этим все понятно, мои хорошие. Для второго размера 46-48 у нас будет 7 раппортов также расположенных. И для третьего размера будет 8 раппортов также расположенных. Одна лицевая, не забываем про нее, крайне левая для симметрии. С этим мы определились. Теперь далее. Смотрите, вырез горловины. Здесь стоят на нашей выкройке сантиметр 19 на маленький размер, 21,5 на большой. И на третий размер я взяла уже сама 43 петли. В петельном эквиваленте, если мы 19 умножим на плотность 1,9, получим 37 число. И так далее. Второй размер получим 41 петлю и 43 петли для 52-54 размера. И все, что осталось, идет на плечи, девочки. Все, что осталось, идет на плечики. Смотрите, здесь у нас идет небольшой рукавчик, скос рукава. Вот, обращаю ваше внимание, да, скос рукава. Прибавлять будем по 4 петли. По 4 петли. Прибавки я начала прям сразу равномерно, то есть у нас скос не такой закругленный будет, а вот такой. Но это ни на что особо не влияет, потому что 4 петли, но это очень мало, да. То есть мы с вами будем в каждом третьем ряду делать прибавки по одной петле справа, по одной петле слева. Всего должно быть 4 прибавки. Скос, высота скоса будет 24 ряда, девочки, то есть это 10 сантиметров, как по выкройке. Вот. Ажурным узором мы будем с вами вязать после того, как свяжем планочку. Там идет планочка. Снизу, вот мы вяжем снизу вверх, начинаем с 2 рядов платочной вязки. Она на схеме, кстати, показана. Вот эта платочная вязка. Видите, первый ряд лицевая, второй изнаночная идет. Ну, в принципе, это не изнаночная, а платочная вязка. И затем идут уже ажурный узор. Вот, то есть мы свяжем 2 ряда платочной вязки и перейдем на ажурный узор. Вот так, как я вам сейчас объяснила, расположить узоры. Мы вяжем 64 ряда. И это, девочки, в раппортах, 16 рядов в раппорте, 64 поделить на 16, это 4 раппорта целых мы вяжем в высоту. Потом переходим на лицевую гладь. И вот с момента перехода на лицевую гладь сразу формируем скос рукава. Понятно, да? То есть, вот видите, здесь даже черта идет отделение ажурного узора от лицевой глади. То есть скос рукава у нас будет формироваться уже по лицевой глади. Мы прибавляем 4 петли, как я уже сказала, и вяжем рукав в длину. Ширина у нас проймы, значит, на первый размер идет 44 ряда, 46 рядов, и на третий размер 50 рядов. Все это в сантиметрах выражается. Вот 18 сантиметров я перевела с помощью вертикальной плотности в ряды. Вертикальная плотность у нас в 1 сантиметре 2,4 ряда. То есть я 18 сантиметров умножила на 2,4. Понятно? 18 на 2,4 у меня получается, видите, вот обычно берется четное число 44 ряда. Также я поступила аналогично с другими размерами. Понятно, да, откуда взялись вот эти мерки. И здесь еще нам, после того, как мы все это с вами свяжем, вот эти ряды лицевой глади, надо сформировать скос рукава. Скос рукава и вырез горловины по спинке одновременно формируются. Вяжется, получается, отдельно каждая половинка.
То есть мы сейчас закрываем с вами средние петли по вырезу горловины. И для скругления там идут в каждом втором ряду небольшие петельки закрытия. Первый раз 3 петли, по 3 петли, и второй раз по 2 петли. Одновременно скос рукава формируем. Сейчас нам для этого надо посчитать, сколько петель у нас с вами будет по рукавчику, чтобы понять, как здесь все закрыть равномерно. Итак, мы прибавили с вами 8 петель, то есть к нашим петлям получим 109 петель. Затем к 109, к 87 добавить 8. 87 плюс 8, это будет 95 петель. И для третьего размера у нас 115 петель плюс 8 петель, которые мы по скосу прибавили для рукавчиков, это 123 петли. Отнимаем из этих чисел вырез горловины. 95 отнять 37, получим 58, делим на 2, на плечо по 29 петель приходится. Понятно, да? Второй размер у нас идет 109 петель отнять вырез горловины 41, 68 делим на 2 плеча, на каждое плечо 34 петли приходится. И третий размер у нас идет с вами 123 петли, отнимаем вырез горловины 43 петли, получаем 80, но делим на 2 плеча по 40 петель у нас. И теперь вот эти плечи надо равномерно в 3 этапа закрыть, то есть в каждом втором ряду. И мы с вами первые 29 делим на 3. 29 поделить на 3. Значит, закрывать будем следующим образом. Первый раз закрываем 10 петель. 10 петель. Затем закрываем 2 раза по 9 петель. Это для первого размера. Так. Для второго размера, девочки, 34 надо тоже также поделить на 3. Значит, первый раз закрываем 12 петель. И затем 2 раза по 11 петель закрываем. И третий размер 40 поделить на 3. Первый раз закрываем 14 петель. И далее в каждом втором ряду, то есть 2 раза закрываем по 13 петель. Понятно, да? Так сформируем скос рукава. Так, перед у нас отличается от спинки лишь вырезом горловины. Он более глубокий. Я посчитала по нашим сантиметрам. То есть, если брать по выкройке 10 сантиметров глубина выреза, то это в рядах 24 ряда. Да? То есть, из наших рядов, которые у нас там получается, общая длина у нас, вот смотрите, 57,5, да? 57 я считала на 5. Так, 57,5 на плотность по вертикали 2,4, это будет 138 рядов, да? То есть 138, 140 и здесь 144 ряда. По-моему, так. Я не помню. Там в описании под видео будет все это более детально выложено. Так, и вот смотрите, из 138 мы отнимем 24 ряда вырез горловины. И получим, что формировать вырез горловины будем на высоте 114 рядов. Да? 114 рядов, если поделить на 2,4, то это будет в сантиметрах 47,5 сантиметров. 47,5 сантиметров, девочки, от начала вязания. Вот. Все это будет у вас под видео выложено, мое описание. Все. Я сейчас вам просто поясняю, откуда что взялось. Спинку перед вяжем одинаково. Только вырез горловины у нас различный. Понятно, да? Ну, я надеюсь, все я вам подробно объяснила. Вы все это прочитаете в описании под видео. Я поэтому более вам объяснять уже, в принципе, и нечего. И так все доступно. Я хочу подчеркнуть, не забывайте расчет вертикальной плотности считать. Дело в том, что после того, как изделие трикотажное стирается, оно вытягивается сильно, и это заложено вот в этой вертикальной плотности, мои хорошие. То есть технологию вязания надо соблюдать, иначе у вас получится вместо топа длинный туника, например, да? То есть чтобы вот этого
избежать, пожалуйста, все сантиметры переводите в ряды по вертикали, вот на нашей выкройке. Итак, до новых встреч. Я желаю вам удачи.